Каждый чемпионат мира открывает новые имена. Кто-то приезжает на турнир просто перспективным игроком, а уезжает футболистом, о котором говорит весь мир. Чемпионат мира 2026 года может стать именно таким турниром. Команд стало больше, матчей стало больше, а значит, у молодых игроков будет больше шансов заявить о себе. Сегодня разберем 9 молодых футболистов, за которыми стоит следить, но не просто по хайпу. Посмотрим, что они уже показали в этом сезоне, какая у них роль и за счет чего они могут раскрыться на чемпионате мира. Важно понимать, чемпионат мира – это не клубный футбол. В клубе игрок тренируется каждый день в одной системе. У него понятная роль, постоянные партнеры и больше времени на адаптацию. В сборной все сложнее. Меньше тренировок, больше давления, меньше права на ошибку. Поэтому на чемпионате мира раскрывается не просто самый талантливый. Раскрывается тот, кто быстрее понимает игру, кто правильно выбирает позицию и умеет быть полезным в конкретной роли. Первый игрок – Кентри Пайес. Ему всего 19, но вокруг него уже давно много внимания. Он принадлежит Челси, но сейчас связан с Ривер Плейт. А главное, он едет на чемпионат мира со сборной Эквадора. Пайес – это атакующий полузащитник, который любит получать мяч между линиями. Его главная сила не только дриблинг, а способность принять мяч под давлением, развернуться и найти нестандартную передачу. Для Эквадора это особенно важно. Эта сборная очень сильна физически и хорошо организована без мяча, делает больший акцент на оборону, но иногда ей не хватает креатива впереди. И вот здесь Пайес может стать тем игроком, который добавит команде последнюю передачу, движение между линиями и неожиданный момент. Он не обязан быть главным героем турнира, но если Эквадору понадобится открыть закрытый матч, именно такой игрок может сделать разницу. Следующий – Нико Пас. В этом сезоне за Комо в серии А он набрал 12 голов и 6 ассистов. Это уже не просто талант на будущее. Это игрок, который реально влияет на результат. Он принадлежит мадридскому Реалу, и в это трансферное окно Реал очень хочет его вернуть. Пас интересен тем, что он не всегда действует на максимальной скорости. Он силен другим – выбором позиции, первым касанием и пониманием пространства. Он умеет находить зоны между полузащитой и защитой соперника. Для Аргентины это может быть очень полезно. Когда соперник садится низко, одной скорости мало. Нужен игрок, который может получить мяч в узком пространстве и за одну передачу разрезать оборону. Пас как раз про это. Нико О'Райли совсем другой тип молодого игрока. В АПЛ он провел сильный сезон. 34 матча, 5 голов и 3 ассиста. И самое интересное, он стал важен не только за счет цифр. О'Райли – современный универсальный игрок. Он может играть слева, может смещаться внутрь, помогать в розыгрыше и создавать дополнительного игрока в центре поля. Сегодня крайний защитник – это уже не просто футболист, который бегает по флангу. Он должен понимать, когда держать ширину, когда войти в середину, когда закрыть зону и когда поддержать атаку. О'Райли как раз дает такую гибкость. Для Англии это может быть очень важным оружием, особенно если нужно контролировать мяч и не терять структуру. Дезире Дуэ – один из самых гибких атакующих игроков в этом списке. В Лиге 1 за ПСЖ он сделал 7 голов и 4 ассиста за 1356 минут, а в Лиге чемпионов 5 голов и 4 ассиста за 874 минуты. Отличный показатель. Это важный момент. Он не всегда играл полный матч, но все равно успевал влиять на игру. Дуэ может играть на фланге, полуфланге, ближе к центру. Он хорош в дриблинге, умеет ускорять атаку и менять направление движения. Для Франции это особенно важно. В такой сборной много больших имен, но не каждый игрок умеет подстроиться под систему и быть полезным в разных ролях. Дуэ может быть не главным лицом команды, а игроком, который выходит и добавляет динамику. Иногда на чемпионате мира именно такие футболисты меняют игру во втором тайме. Пау Кубарси – защитник, но его роль может быть не менее важной, чем у атакующих игроков. В Ла Лиге он провел больше 2700 минут за Барселону.
Для центрального защитника такого возраста это очень серьезный показатель доверия. Но Кубарси важен не только как игрок обороны. Он начинает атаки. Современный центральный защитник должен быть спокойным под прессингом. Он должен не просто выбить мяч, а найти первую передачу. На чемпионате мира это особенно важно. Если соперник прессингует высоко, одна правильная передача защитника может сломать всю линию давления. Кубарси – это игрок, который может дать Испании спокойствие в начале атаки. Ян Диоманде – один из самых взрывных игроков в этом списке. В Бундеслиге за РБ Лейпциг он забил 12 голов и отдал 8 ассистов. Это уже уровень игрока, который может быть опасен в каждом матче. Его главное оружие – скорость, рывок и игра в свободное пространство. Он будет одним из самых важных игроков сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира 2026. Не всегда команда будет владеть мячом больше соперника. В некоторых матчах нужно будет терпеть, защищаться и ждать момент для контратаки. И вот в таких ситуациях Диоманде может быть ключевым. Один пас за спину защитником, и он уже убегает в свободную зону. Арда Гюлер – главная надежда сборной Турции на этом мундиале. У него великолепная техника и, главное, футбольный интеллект. В Лиге чемпионов этого сезона он сыграл 14 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста за Реал Мадрид. А в Ла Лиге набрал 13 результативных действий по системе гол плюс пас. Могло бы быть еще лучше, если бы не смена тренера и неудачный сезон Реал Мадрида. Арда интересен тем, что он может быть мозгом атаки. Он видит поле. Он может отдать диагональ, найти свободного игрока между линиями или ускорить атаку одним касанием. У Турции будут закрытые матчи с минимальным количеством риска. Нужен будет игрок, который умеет принимать правильное решение. Арда может стать таким игроком. Если партнеры дадут Арде движение впереди, он способен создать момент из ничего. Эндрик – это нападающий, которому на чемпионате мира может хватить одного момента. Это еще один игрок, принадлежащий мадридскому Реалу. Большую часть сезона 25-26 он провел за команду Олимпик Лион. В Лиге 1 он набрал 5 голов и 7 ассистов за 1222 минуты. И это важная цифра. Он не просто завершает атаки, он умеет участвовать в созидании моментов. Возможно, в новом сезоне мы увидим его в более значимых ролях в королевском клубе. Но вернемся к чемпионату мира. Для Бразилии Эндрик может быть не главным лицом атаки, а оружием со скамейки. Его сила – резкий рывок, игра на опережение и удар первым касанием. Когда матч закрытый, когда пространства мало, такой форвард особенно опасен, потому что ему не нужно много времени. Иногда ему нужен только один пас и 1 секунда, чтобы забить гол и изменить игру. И последний в списке – Барт Вербрюген. Вратари редко попадают в такие подборки, но нидерландец достоин этого списка. Он будет основным вратарем сборной. Это подтвердил главный тренер Рональд Куман. Неплохо для 23-летнего молодого вратаря, правда? За Брайтон в АПЛ Вербрюген провел 3420 минут. Он сыграл полный сезон на высоком уровне, а это очень важно для молодого вратаря. Сегодня вратарь – это не только сейвы, это первый игрок атаки. Один сейв может спасти матч, а одна точная передача под прессингом может начать голевую атаку. У Вербрюгена есть все – и спокойствие под давлением, и игра ногами. Для Нидерландов это может быть очень важным фактором. И отдельно стоит сказать про Леннарта Карля. Его тоже ждали среди молодых имен этого турнира. После сильного сезона за Баварию вокруг него было много ожиданий. Но, к сожалению, Карль выбыл из турнира после травмы на тренировке сборной Германии в Чикаго, незадолго до контрольного матча против США. И это тоже часть футбола. Иногда путь молодого игрока меняется не из-за таланта, а из-за обстоятельств. Ему всего 18 лет, и его большой турнир еще впереди. У каждого игрока в этом списке своя роль. Но главный вопрос не только в том, кто самый талантливый. Главный вопрос, кто получит правильную роль. Потому что чемпионат мира раскрывает не просто талант. Он раскрывает игрока, который оказался в нужной системе, в нужный момент и получил шанс сделать разницу. А кого бы вы добавили в этот список? Кто из молодых игроков, по вашему мнению, может стать главным открытием чемпионата мира 2026? Пишите в комментариях.
А это был футбол по делу. Подписывайтесь, если хотите понимать футбол глубже.